Что за странный человек прибыл в 21 век? Морковка и нос, в руке метла, боится солнца и тепла. О, ну минутку! Я вообще-то о рождественском настроении и о толстом снежном существе – снеговике. Вряд ли вообще нас посещает мысль, кому пришло в голову складывать друг на друга именно 3 шара из снега, вставлять вместо носа именно морковку и давать в руки именно метлу. А ведь даже великий старик Микеланджело однажды взял и слепил дивного снеговика, о чем написал историк Джорджо Вазари. Самое раннее упоминание о снеговике мы встречаем в 1380 году в «Часослове». Это такая церковная книга с текстами богослужений. И вдруг там, откуда ни возьмись, появляется картинка с изображением этого. Вопросов сразу много. Что это торчит справа? Как определить половую принадлежность этого? Почему это сидит на костре и что у него с лицом? История снеговика вообще окутана всякими мистическими и, прямо скажем, странными сюжетами. Например, существует легенда, что якобы в XII веке рыцарь по имени Джованни Бернардони немножко тронулся умом и, борясь со своими бесами, начал резко лепить снеговиков и называть их, внимание, своими женой и детьми. Есть также истории, свидетельствующие о том, что в 1580-х годах младший сын Ивана Грозного, юный царевич Дмитрий, которого злобные бояре отправили в Углич, оттачивал свое мастерство владения мечом, на ком бы вы думали, на снеговиках, делая вид, что эти снежные ребята его брат Федор и боярин Борис Годунов. В странах Северной Европы снеговики выполняли роль ловушки для демонов. Злой дух, который по ошибке принимал снеговика за человека, вселялся в груду снега и уже не мог освободиться до самой весны. Из-за этого в Норвегии снеговиков стали называть белыми троллями. Но помните, если вы видите белых троллей, ваши новогодние каникулы явно затянулись. А вот ни за что не угадаете, какой город взял и в 16 веке натурально сошел с ума на почве снеговиков. О, боже мой, о, мон дью. Брюссель. Брюссель. В 1511 году брюссельцы и брюсселихи вышли из домов и угорели, так как весь город был заставлен снеговиками. Данное явление вошло в историю как чудо 1511 года. 110 снеговиков изображали кучу разных сценок. Были снеговики библейские персонажи, снеговик Купидон со стрелой, снеговик Святой Георгий, спасающий принцессу от дракона, снеговики Адам и Ева, сценки со снеговиками-политиками и, что особенно занимательно, эротические сцены со снеговиками. Таким своеобразным методом жители Брюсселя решили, прости господи, визуализировать проблемы тогдашней жизни. Каждый мог слепить своего снеговика и выразить недовольство. Это вам не на митинги ходить. Плюс 100 пунктов брюссельской карме за креатив. Снеговики уверенной поступью прошлись по визуальному искусству. Смотрите сами. 1465 год. Очередной часослов «Люди лепят снеговика». 1511 год. На гравюре люди водят хороводы вокруг снеговика. 1861 год. Иллюстрации к сказке Андерсена. Снеговик устрашающий. 1867 год. Иллюстрация к книжке Die Welt im Kleinen. Первый раз снеговик изображен с детьми. Позовите кто-нибудь депутата Милонова. 1910 год. Русский художник, заслуженный деятель искусств Мордовской АССР Федот Сычков пишет картину «Лепка снеговика». 1957 год. Снеговика снимают в главной роли. А кто же из вас снеговик, а? Ну и по традиции рубрика «Абсолютно бесполезные цифры». В Европе и в Северной Америке снеговиковой нормой считаются 3 шара, сложенных друг на друга. А вот в Азии, о мой бог, традиционно лепят снеговиков из 2 снежных шаров. 12 379 снеговиков слепили в японском городе Саппоро в 2003 году, и это мировой рекорд. Зачем слепили, непонятно. В 2008 году был слеплен самый большой снеговик в мире. Произошло это снежное затмение в американском штате Мэн. Что еще более интересно, снеговик оказался женщиной. 37-метровую снежную кучу назвали Олимпия Сноу в честь дамы-сенатора от штата Мэн Олимпия Сноу. А 18 января весь мир празднует Международный день снеговика.
Давайте и мы присоединимся к этому супер крутому празднику, выйдем на улицу и слепим отличного снеговика. Ну а мы с вами увидимся в чертогах разума. Эй, ты, да, ты, обладатель мака, смотри на экран и повторяй за мной. В список клавиатур добавь ту, что называется ввод Unicode Hex. Открывай Word, зажимай Alt и вводи U плюс 2603, и ты получишь фигурку снеговика. Еще разочек.